Всем привет! Вы на канале Жукарама FPV Влог, и сегодня я хочу вам рассказать про вот эту замечательную раму от SpeedyBee. Эта рама называется Mario 5, и мне прислал ее на обзор Banggood. Но есть одна проблема. Менеджер магазина Banggood, который со мной связался, видимо, наверное, забыл, а может быть даже и не знал, что сам магазин не работает с покупателями из России по одной простой причине, потому что у них не поддерживается ни одна из наших платежных систем. Задав соответствующий вопрос Banggood, как же ребята из России смогут приобрести у вас данную раму, Banggood, в общем-то, мне ответил, что стоп, подожди, пожалуйста, пока не выпускай данный обзор, пока мы не решим вопрос с платежной системой. Но мне кажется, это вопрос не решится так быстро. Поэтому, да простит меня Banggood, я все-таки хочу сделать обзор на данную раму, потому что рама реально достойная, и на нее стоит внимательно посмотреть. Начинаем. Да, кстати, Banggood, наверное, поставит меня теперь в какой-нибудь черный список, потому что, в общем-то, я фактически нарушил слово, которое я ему обещал. Но, ребят, вот все только ради вас, потому что очень хочется рассказать про эту раму. Рама поставляется без коробки, а вот в таком вот черном пакете. У нас находится еще один пакет и вот такой вот пакетик с обвесом. Да, это рама от SpeedyBee, новая рама от SpeedyBee, которая называется Mario. 5-дюймовая рама. В данном случае это форм-фактор Dead Cat. Она еще выпускается в виде классического икса. Ребят, давайте еще немножечко поясню по форм-факторам. Те, кто совсем не в теме или только начинает входить в хобби, не совсем понимают, что за Dead Cat, что за X. На самом деле есть два классических форм-фактора. В данном случае это Dead Cat. Dead Cat характеризуется вот таким расположением лучей. То есть лучи расположены таким образом для того, чтобы пропеллеры не попадали или максимально не попадали в кадр вашей курсовой камеры. Вот. Делается это в основном для моделей, на которых летают Cinematic, в общем-то, но не фристайл. Да? Ну, в принципе, фристайлить на ней тоже можно, но данная конфигурация для фристайла не очень предназначена. А для фристайла предназначен другой форм-фактор, он называется X. То есть тогда, когда у вас и маркируется, да, кстати, вот таким вот образом, я сейчас вот здесь вот все буду выводить сбоку на экран, он характеризуется тем, что у него лучи расположены прям вот четким иксом. В таких рамах, я имею в виду X-образных, очень хорошая развесовка, и когда вы летаете какие-то элементы фристайла, у вас получается, ну, как сказать, это помогает более четко отрабатывать все эти элементы, потому что рама имеет очень хорошую балансировку, хорошую развесовку. Здесь у нас в черном пакете находятся карбоновые элементы. Все запаковано вот в такие вакуумные пакеты. Очень выглядит все качественно. Здесь вот у нас 4 луча. Верхняя и нижняя пластина. Почему-то 3 пластины. Ладно, сейчас будем разбираться, что у нас здесь еще. И еще пакет с комплектующими. Независимо от форм-фактора, и классический X, и Dead Cat выпускаются в 3 комплектациях. Первая комплектация, так называемая Light. В комплектации Light вы получаете только раму, то есть вот эти вот 2 пакета, карбоновые элементы и пакет с аксессуарами, в которые входят силиконовые проставочки под курсовую камеру. Комплектация Advanced, в данном случае вы ее наблюдаете здесь у меня на столе. В комплектации Advanced добавляется вот такой пакет с элементами. И самая последняя жирная комплектация называется Pro. В этом случае вы получаете и этот пакет, и еще один пакет, в который входит так называемая защита боковин, то есть боковая защита самого корпуса, который защищает стек и защищает О3, если вы, естественно, используете О3 на данной раме. Как я уже говорил, резиновые, а это и не силиконовые, просто резиновые, мягенькие такие щечки, проставочки под курсовую камеру. Здесь, кстати, 2 варианта. Реально резиновые. Вот они из чего-то сделаны, я даже не знаю, по-моему, просто какая-то не силикон. Резина достаточно жесткая.
и напечатанные из ТПУ. Да, тоже вот он демпфирует так. Ну вот. Также у нас вот есть, что это? Что это, я не знаю. Какая-то крышечка, вот смотрите. Вот такая крышечка. Интересно. Разберемся, в общем. Винтики, гаечки. Вот такие вот алюминиевые щечки для курсовой камеры. И это, я так понимаю, шасси, да, или как они называются, защита лучей. Кстати, здесь уже у нас пластик, литой пластик под давлением, это никакая не печать. Достаточно прочный, я думаю, это сделано специально, чтобы сберечь ваши лучи от каких-то повреждений. Что хочу сказать по карбону. Карбон на вид качественный, не мажется, вроде как. Ну, если только слегонца, да? Ну, давайте будем считать, что карбон отмыт. Небольшая фаска здесь снята с лучей. Во втором пакете у нас находится почему-то 3 пластины. Но окей, допустим, одна из них верхняя. Кстати, вот эта вот странная штука очень хорошо садится вот сюда. Что это? Не совсем понятно. Видимо, какая-то такая фенька спидибишная. Ну, в общем, прикольно. Давайте будем это все собирать. Но для начала мы посмотрим, что же у нас находится в Advanced пакете, так называемом. В Advanced пакете у нас находятся элементы из ТПУ желтого цвета. И, кстати, очень даже неплохая печать. Неплохая печать. Мягенькая. Ну вот здесь я вижу кронштейн под XT60. Да, кстати, имеется XT60 в комплекте. Это прикольно, это хорошо. Монтажка для GoPro. Есть небольшие заусенцы, но, в общем-то, в принципе, печать очень даже неплохая. Так, и вот этот вот у нас элемент, это для антенны кросса и, возможно, для приемника. Сюда приемник мы когда уже будем в раме закреплять все это дело. Так, QR-код ведет нам на сайт SpeedyBee. Здесь мы можем найти Mario 5 Frame. Вот она. И есть здесь, естественно, мануалы на английском языке. И если кто захочет, может отдельно напечатать себе элементы вот эти вот обвеса. Да, здесь можно загрузить. Загружается RAR. Мне на телефон, мне это не нужно. Нам нужна инструкция. Давайте посмотрим. Да, мы получили по ссылке полный гайд, как собрать эту раму. Вот, и, в общем-то, сейчас мы этим самым и займемся. Не хотел снимать сборку рамы, решил вам собрать и показать, что получится в итоге. Но, в общем-то, не удержался, потому что, вот смотрите, какие интересные конструкторские решения здесь у нас применяются. Вот это, оказывается, нижняя пластина, самая длинная. Передние лучи у нас устанавливаются вот таким вот образом. То есть луч как пазл соединяется, и когда мы это прикрутим, вот это соединение, оно будет фактически монолитное. Такое же решение у нас по задним лучам. В центре у нас устанавливаются вот такие вот распорочки. Они ставятся в пазы. Так, вот так вот. Сверху у нас устанавливается вот эта вот пластина. Здесь у нас есть также ответная часть пазы под вот эти вот стоечки. Вот так вот мы ставим и стягиваем все это винтами. Здесь у нас 16 мм М3, а здесь вот 12 мм. Сейчас рама стянута только вот этими двумя винтами. И мы уже имеем очень неплохую, приличную жесткость лучей. Ну что, еще один интереснейший элемент данной рамы, это, как вы уже поняли, морда данной рамы, куда устанавливается курсовая камера. Вы просто посмотрите, как она выполнена интересно.
скажу сразу, это отдельный элемент, отдельная конструкция, которая собирается отдельно от самой рамы и уже потом туда устанавливается. Просто по-другому вы ее, ну, может быть, соберете, но производитель рекомендует собирать ее именно отдельно. Вот здесь вот у нас алюминиевые стоечки, в которые у нас вкручиваются винты М3 длиной 12 мм. Здесь у нас стоечка также имеется, крепится такими же абсолютно винтами. И посмотрите, пожалуйста, вот на эти вот элементы боковые. Они называются Air Take, если мне не изменяет память. Сейчас я загляну. Air Intake, прошу прощения. А переводится это как воздухозаборник. И действительно, они предназначены для отвода воздуха на наш стек. То есть, когда коптер летит, он, получается, захватывает воздушные потоки вот этими воздухозаборниками, вот таким вот образом. И производители предполагают, что у нас эти воздушные потоки будут направляться непосредственно на нашу электронику. Собственно, почему бы и нет? Я считаю, что это просто офигенное решение. И более того, я не видел ни у одного производителя рам такое решение еще. Это прикольно. Ну что, вот так вот выглядит эта красота от SpeedyB в собранном виде. Давайте немножечко расскажу о характеристиках данной рамы. Рама форм-фактор Dead Cat, база у нее 227 мм, то есть по центрам лучей, если мы померим, получим расстояние 227 мм. А рама комплектуется винтами под стек 30 на 30. И в данном случае этот вариант у меня с обвесом под Advanced комплектацию. Здесь единственное, к сожалению, нету маунта под GPS. Но зато предусмотрено все для того, чтобы разместить здесь О3. И, кстати, вот этот вот маунт под антенну О3 и вот эта вот штука, которая мне не была непонятна изначально, что это такое. Это специальный такой монтажный хомут для того, чтобы мы могли закрепить антенну О3 вот таким вот образом. Да? Сюда у нас устанавливается антенна, и здесь она зажимается, чтобы она надежно сидела вот в этом маунте. Также, если мы этот элемент вынем отсюда, мы можем без проблем поставить аналоговую. То есть такая аналогово-цифровая версия. Рама имеет как бы двойное днище, да, две здесь пластины, и благодаря этому мы получили дополнительный этаж, в котором мы можем разместить, вот допустим, вот здесь вот, например, мы можем разместить либо приемник, я не знаю, вам видно или нет, вот с этой вот стороны внутри, да. А вот здесь вот под стеком производители рекомендуют разместить конденсатор, когда мы будем паять силовые провода на регулятор. Конденсатор размещается снизу. Я сейчас сделаю вставочку картинки с сайта магазина, где, в общем-то, это все визуально отрисовано. Значит, для меня осталась загадкой вот эта вот штука, для чего она нужна, ну, не знаю, мне кажется, вот здесь, она, в принципе, прозрачная, и, может быть, разместив ее вот в этой части рамы, в хвосте, можно повесить какой-нибудь LED, чтобы он мигал там, или, я не знаю, для какой-то индикации. Также вот эту штуку можно разместить вот здесь. Вот эта вот пластиночка такая шестигранная. Что это за фишка SpeedyB? Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я не поленился и связался с производителями данной рамы и написал SpeedyB как раз по вопросу вот этих вот элементов, да, шестигранной формы. Что же это такое? А ответ, в общем-то, очень простой. На самом деле, они сказали, это дизайнерская фишка, и вообще рама, она содержит очень много такой пчелиной темы, да. Вот здесь вот у нас, видите, шестигранник, все это очень похоже на соты. И вот этот вот элемент можно использовать, как я и предполагал, разместив под ним LED, как защитную крышку. Можно, соответственно,
прикрутить вместо него что-то свое, напечатать из ТПУ, и также вот это место также использовать по своему назначению. Это вот реально ответ с PDB. На вопрос, почему ни в одну комплектацию не входит маунт под GPS, ребята ответили очень просто. Послушайте, но на самом деле не всем пользователям, которые летают на такого рода рамах, имеется в виду 5-дюймовая рама, не всем нужен GPS. И поэтому, если непосредственно вам он необходим, возьмите из нашего архива и распечатайте его на любом пластике, любым цветом, каким вы хотите. К тому же, если вы распечатаете сюда маунт под GPS, он займет всю вот эту вот поверхность, и вам некуда будет крепить вот этот вот замечательный разъем XT60, простите, господи. Вот в этом случае вам придется аккуратненько провести силовой провод и вывести его вот отсюда. Вот таким вот образом. По поводу отсутствия стрепов в комплектации, ремешков, да, тоже ребята абсолютно не заморачивались и ответили мне таким вот образом, что, ну, в общем-то, ремешков у вас у всех должно и так быть дофига, да. Вы поищите своих и используйте, в общем, данные эти ремешки. Но если вы хотите фирменный ремешок от SpeedyBee, вы его можете приобрести у нас. Поэтому ремешков в комплектации нету. Ну и последним вопросом к SpeedyBee был вопрос, который направлен на удовлетворение чисто моего праздного любопытства. Почему же все-таки Марио? Да все очень просто. Чувак по имени Марио придумал данную раму и спроектировал ее. Кто этот Марио, нам неизвестно, но чувак, ты сделал реально классную раму. Лайкос. Давайте по размерам. Как я уже говорил, лучи здесь 6 миллиметров. Верхняя пластина у нас 2,5 миллиметра. Вот эта вот пластина тоже 2,5 миллиметра, а средняя пластина 2 миллиметра. Еще одно достоинство данной рамы — это ее вес. Рама весит вместе с ногами 185, ну давайте 186 грамм округлим. Вот если сравнить абсолютно такую же раму от Flyfish, которая даже вот визуально тяжелее этой рамы, 185,6, вот эта же рама весит 207 грамм. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, заглядывайте в описание. В общем, все как обычно. Пока.